В этом видео вы узнаете о том, как вернуть мужчину. Два способа. Итак, два способа, как вернуть мужчину. Эти два способа кардинально противоположные, и никогда невозможно предугадать, какой из них сработает. Да, есть шанс, что не сработает ни один, ни второй, ситуации разные, и, возможно, у вас такая ситуация, что невозможно вернуть, но поверьте, очень часто в отношениях действительно вернуть мужчину возможно. Одним либо вторым способом. Совершенно разные способы. И выбирая один из них, вы рискуете условно, потому что не знаете, какой из них сработает. Выбирайте, что вам откликается, примеряя к вашей ситуации, как вам кажется, что вероятнее даст результат. Способ первый, он самый верный. Его я советую, рекомендую со 100% уверенностью, что я делаю для людей в этот момент хорошее дело. Нужно наполниться до такой степени, чтобы вы сияли. И когда вы идете, например, по улице или в магазине, чтобы все мужчины обращали на вас внимание, вне зависимости от возраста, вне зависимости от того, он свободен или не свободен. Станьте магнитом для мужских глаз. Как это происходит? Во-первых, вы должны быть в ресурсе, выспавшаяся, отдохнувшая, накрашенная, красиво одетая. То есть вам все должно нравиться. Вам должно нравиться, что вы едите, как вы просыпаетесь, где вы засыпаете, на каком постельном белье. Это затратно и с точки зрения времени, с точки зрения вашего внимания, на это требуются финансы, возможно. Но вы ответственны за результат, то есть здесь без труда рыбку точно не выловишь из пруда. Но как только вы становитесь наполненной женщиной, вас просто циркулирует много-много женской энергии, вы как магнит притягиваете мужские взгляды, и вы становитесь в принципе интересны мужчинам, и ваш бывший начнет вас замечать по-другому, а он-то тем более увидит вот это изменение кардинальное из одного состояния в другое, это точно привлечет его внимание. И в этом случае вы ничего не теряете, даже рискуя, что это может не сработать. Мы же не знаем сейчас в видео, по какой причине он стал бывшим, почему он ушел или вы расстались. Но даже если он не возвращается, вы в любом случае в плюсе, потому что такая женщина долго одна не будет, ее сразу кто-то заберет, поверьте. Способ второй. Я его сейчас проговорю, я не подписываюсь, что я его рекомендую, но тем не менее любой человек должен знать эту информацию, что есть такой вариант, чтобы самому по-взрослому делать свой выбор. Возможно, именно в вашем случае это нужно сделать, на вашу ответственность. Итого, стать удобной женщиной. От удобных женщин мужчины не уходят, 100%. Когда женщина меняется и становится удобной по-настоящему, к ней часто возвращаются. Мужчины клюют на это удобство. Так устроена наша психика. Что такое удобная женщина? Она делает все, что хочет мужчина. Она его восхваляет, она его боготворит. Она делает все, что он любит, готовит ему любимую еду. Заботится о его одежде так, что лучше, чем какая-нибудь химчистка бы сделала. Предугадывает его желания и где может, помогает ему их реализовать. Она смотрит с ним те фильмы, которые хочет он. Она идет с ним туда, куда хочет он. Если он едет на охоту, она едет на охоту. Если он хочет весь вечер просидеть с соседом пиво пропить, она никогда не сделает недовольное лицо. Она скажет: «Конечно, дорогой, ты же сейчас хочешь этого». Чем это грозит? Во-первых, он действительно может прийти на такое обратно, но, естественно, женщина полностью растворяется в объекте, в мужчине, и теряет себя, и становится маленькой. И ей можно манипулировать тогда, и она полностью отказывается от своих ценностей. То, что я вам сейчас описала, это по сути часть созависимых отношений. Созависимые отношения – это больные отношения. Это действительно зависимость примерно такая же, как у людей к наркотикам. И я не призываю вас обязательно это делать, но так как это видео все-таки для взрослых людей, я рассказываю, что такое возможно. И в каких-то семьях действительно, может быть, есть смысл так сделать. Потому что если женщина из среднестатистической нормы
перейдет вот в тот образ удобной женщины, который я сейчас описала, она потеряет себя, это будет болезненно, это ненормально будет. Но если это сейчас слышит женщина, которая была не в норме, которая была крайне эгоистична, вообще не уделяла внимания мужчине в отношениях так, как нужно, и не замечала этого, если она для того, чтобы вернуть мужчину, на какое-то время станет удобной, а осознает вот эту разницу, как было ей эгоистично, и что конкретно она делала, и что сейчас она делает удобное, а если эгоистичная женщина перейдет в состояние удобное, то она дойдет всего лишь до вот этой серединки нормы. Мужчина, может быть, вернется, и они пересмотрят свои отношения, произойдет трансформация, и, может быть, этот брак сохранится. Может быть, там есть дети, и действительно важно попробовать сохранить. Поэтому я описала вам такой возможный вариант, но применять его или нет, это на вашу ответственность, под вашим контролем и понимая, какие риски есть в этом случае. Итого, первый предложенный вариант – это очень здоровое, хорошее состояние, к которому нужно всем стремиться, женщинам. Второй вариант – это информация вам о том, как возможно. Если у вас есть вопросы, пишите их внизу в комментариях под видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео, для того, чтобы другие люди тоже коснулись этой информации. Подписывайтесь на канал, приходите, здесь каждый день выходят новые видео про отношения. Пока!